Уважаемые дамы и господа, следующий вопрос, который мы с вами сегодня рассмотрим, это основные проблемы. Понятно, что у нас не будет цель осветить вообще все проблемы, которые мы рассматриваем, изучаем, ну, как бы нереально в рамках короткого ролика, но, по крайней мере, ряд ключевых положений для примера, да, прежде всего для примера, мы с вами рассмотрим. Что мы изучаем, скажем, на наших занятиях. Итак, основные проблемы. Конечно, во многом эти проблемы становятся более понятными, такими осязаемыми, доступными. Когда? Когда человек понимает вот, энергетическое строение, как все устроено, что происходит с энергией, чего там состояние плохое или наоборот прилив энергии, там, да, когда душа поет. Да, для этого нужно, конечно, понимать более подробно энергетическое строение, но, надеюсь, суть будет понятна и так. Ну, если брать проблемы, понятно, что они имеют различную степень. Да. Самые такие сложные, самые важные, разумеется, те, кто вот проблемы, которые в этом воплощении ведут к самым крайним последствиям, да, к летальному исходу. Еще более мощные проблемы, которые ведут не просто к летальному исходу отдельного человека, а, скажем, проблема такая, одна из показательных, проклятие рода. Да. В течение года уничтожается, да, исчезает весь род, да, вся семья. Да. Почему так происходит? Если максимально упростить эту процедуру, то она выглядит следующим образом. Когда-то далекие предки совершили преступление, ну, скажем, убийство, и вместо того, чтобы человек признал свою вину, там, сел в тюрьму или там, понес какое-то другое заслуженное наказание, весь род собрался, да, дал взятку судье, как вариант, и преступника отпустили на свободу или там осудили невиновного. Да. Происходит это сплошь и рядом. В нашей стране, если посмотреть, люди-то в лучшую сторону не изменились. Да. Как там говорят, украл велосипед, сел в тюрьму, украл железную дорогу, стал министром. Чем больше денег, тем больше возможностей для избегания ответственности и манипуляций. Вот далекий предок совершил преступление, род фактически взял вину на себя, карма смотрит, говорит, ну, непорядок, ну, хорошо, у вас есть время, да, чтобы сейчас этот род, скажем, условных Пупкиных не обнулять, у вас есть время, много времени, там, много поколений, чтобы исправиться, да, чтобы, что нужно высшим силам, чтобы человек понимал, что такое добро, что такое зло, чтобы он не совершал недостойных поступков. Да, и если не прав, пожалуйста, ошибочку исправь. Карма дает время, пожалуйста, достаточно много, приди к покаянию, да, скажи, что совершать преступление – это неправильно, совершать подкуп, избегать наказания – тоже неправильно, перекладывать ответственность на других, обвинять тех, кто невиновен – тоже неправильно. И если вы это не сделаете за там, длительное время, сотни лет, ваш род будет уничтожен. Да? Вот эти процедуры, они непростые. Проклятие рода – одна из наиболее сложных проблем. Сюда подключаются достаточно мощные силы, да, чтобы проклятие наложить, и оно таким-то образом сработало. Да, с разрешения, опять же, кармы. Но когда подходит время, карма смотрит, изменений позитивных нет. Да, люди лучше не стали. В большинстве случаев люди лучше не становятся, к сожалению. Да, там был, по-моему, Лем, популярный психолог, да, говорил там, умные станут умнее, глупые глупее, большинство не изменится, большинство людей не меняется. Проходит время, и большинство людей, большинство родов, они продолжают делать то, что делали, и подходят к закономерному финалу. Да, в течение года, через аварии, через болезни, через какие-то другие там трагические обстоятельства люди начинают уходить в мир иной. В данном случае, если понятна проблема, понятна причина, то целитель-профессионал, духовный целитель, имеется в виду, разумеется, может эту проблему решить за определенное число сеансов. Да, то есть можно, приложив столько-то усилий, конечно, общаясь с соответствующими силами, да, для этого погоны должны быть необходимые, можно фактически спасти да, целую семью, ну или
тех, кто остался. Да, как правило, человек приходит когда? Когда один ушел из жизни, второй, там, третий. Да, тех, кто остался, тех можно, в принципе, спасти. Каким образом? Если этих людей можно привести к покаянию, если этот род, да, в тонком мире, эгрегор рода, если его программы можно поменять. Вот целитель знает как, мы это изучаем на наших занятиях. Да, это достаточно дорогостоящая процедура. Раньше, там, скажем, купцу церковь, да, проклятие рода смогла отменить или заблокировать, там, церкви строил, да, это жизнь, да, и ни одного человека. Да, вот самые такие значимые такого плана проблемы. Ну и самое важное, что их можно решать, да, можно устранять. Для примера, скажем, второй тип проблем, также мы его изучаем по нашей программе. Называется он для большинства людей не очень понятно, заавтомачивание. Но суть примерно следующая. Причины разные. Да, одна из ключевых. Когда человек входит в режим, ну, грубо говоря, сознание зацикливается. Все плохо, что делать не знаю. И он себя накручивает, ему становится все хуже и хуже. Запускается механизм саморазрушения. Вот чтобы этот процесс саморазрушения остановить, карма допускает заавтомачивание, если без подробностей, то условно большую часть сознания отключают от человека и изымают. Да, вот эти процессы останавливаются, да, как бы меньше энергии и меньше возможностей думать. Разрываются вот эти вот мыслительные цепи. В результате происходит что? Сознание становится на порядок проще. Человек не лишается ума, но становится вот более таким вот, сознание проще, мыслит более шаблонно, более на короткую дистанцию мыслит, ему сложнее договариваться, меньше гибкости, больше резких эмоциональных реакций, меньше энергии. Да, это признаки. Одни из признаков, когда человек входит в режим заавтомачивания. То есть он больше погружается в колею, из которой, ну, и даже шансов выйти в него все меньше и меньше, мало. Да, потому что для того, чтобы выйти из колеи, нужна сила, да, нужен разум понять и сила, чтобы преодолевать. А человек лишается части разума и части силы. Да, опять же, когда становятся понятны первопричины, понятно, какие программы нужно убирать и какие решения необходимо принимать, да, если все это проделывать корректно, правильно, то изъятые части сознания возвращаются, человек становится, ну, как бы в разы интереснее, энергетичнее, адекватнее, умнее. Да, это вот такая значимая проблема свойства сознания, на что способен человек. Следующий тип, который также можно представить, да, там тоже не очень понятное название, называется разлом капсулы. Да, вот если как бы образно себе нарисовать картинку, нормальное состояние выглядит как? Чакры наполнены энергией, да? Внутри энергии много, тонкие тела плотненькие, да? В глазах свет, легкая улыбка, все хорошо. Да? Там защитная система вокруг человека в порядке. Да? Ну как дом, в котором есть окна и двери, да, и крыша, все в порядке. Одна из причин, почему происходит разлом капсулы, это вот жесткие негативные реакции. Ненавижу там или еще что-нибудь. И выскакивает энергия, сметается на своем пути, разрывает, там, повреждает физическое тело, тонкие тела, внешние защитные системы, да, капсулы, да, разрушает. Ну, там, какое-то восстановление происходит, но если эти эмоции опять повторяются, да, такие туннели, дыры образуются, их нет смысла ремонтировать, да, пока у человека вот эти эмоции повторяются. Вот он идет по улице, образно говоря, сначала идет, потом с трудом ноги волочает, а за ним вот эти вот лужи, да, из энергии. Всякие сущности, которые этой энергией питаются, да, бегают, облизываются, да, эту энергию подбирают. Ну, если дырка в защитных оболочках приличная, то и внутрь человека почему бы не занырнуть. Там больше питания, да, для вот этих существ. Конечно, человек вот этого нехорошо. Да. Физиологические проблемы, они имеют, ну, как бы,
те же корни, да, это нарушение большей части, да, процентов там 80, это нарушение духовных законов. Да, за этим следуют различные другие последствия, там самые разные. Причин много. С внутренним миром, там, по судьбе множество различных проблем. Мы шаг это за шагом изучаем. И если вам данная тематика интересна, пожалуйста, подключайтесь к нашим занятиям и успехов на пути.